Сегодня, когда разбирают то, как может работать сообщество, разбирают две возможные модели. Одна модель, в которой решение принимает большинство, производится какое-то голосование, большинство людей выбирает некоторую опцию, и меньшинство в данном случае подчиняется выбору большинства. И как альтернатива меньшинство, определенно некоторым образом, либо самый умный, либо просто самый так сильный, сложилось, либо так сильно. сложилось. Меньшинство выбирает. Делает выборы за всех. Они делают выбор за всех, и остальное общество подчиняется этому решению. Мы же наблюдаем, что есть совершенно другая опция, в которой каждый человек фактически может двигаться в ту сторону, которую он выбирает. Сегодня об этом стало сильно проще говорить, потому что есть достаточно много примеров, назовем их, референдумов. Например, Brexit, или не так давно был референдум в Колумбии, либо в целом выборы в Штатах, в Соединенных Штатах можно тоже разбирать как референдум. И в каждом из перечисленных случаев решение принималось большинством, которое составляло 51%. Против 49 меньшинства. Приблизительно половина людей в стране оказываются вынуждены следовать выбору другой половины, с которыми они изначально были не согласны. Однако на примере Брексита можно достаточно легко представить, как подобное может работать решение о выходе или не выходе из Европейского Союза могло бы быть осуществлено без необходимости заставлять вторую половину выходить из Евросоюза. 51% людей вышли из Евросоюза, 49% людей остались без того, чтобы каким-либо образом географически двигаться. И можно представить, что, например, Дания совершил Брексит, я нет, я продолжаю быть в Евросоюзе. Почему? Дания владелец ресторана, я прихожу в этот ресторан, и все, что происходит, что финансовая транзакция между нами, покупка Давидом моего сервиса, моего продукта, для меня становится дороже. Как если бы она становилась дороже, как если она становится сегодня дороже, когда мы вводим... Да, товар импортируется с другой стороны. С пошлиной. В данном случае, надо понимать, что Brexit в очень большой степени это экономическое решение. Это как раз решение, могут ли жители Европы работать на территории UK, могут ли товары путешествовать беспошлино через границу в обе стороны. И в случае, если кто-то считает, что значительно выгоднее для него иметь эту пошлину, иметь эту границу, то этой границы совершенно нет никакой необходимости сегодня при технологиях, которые мы имеем, быть реально как-то привязанной к географическому положению человека, который принимает. И эту границу мы можем легко провести виртуально. При наличии ряда технологий, инфраструктурных технологий, которые позволят нам идентифицировать друг друга и рынка, которые позволят, собственно говоря, производить подобные транзакции, подобные дополнительные платежи, как в случае, если я, например, прихожу в ресторан в Дании, который совершил Brexit, и, соответственно, учитывать все эти дополнительные платежи как некоторый источник для финансирования той или иной деятельности сообщества, в котором я являюсь членом. Сообщество, в которое я проголосовал, но не в виде голос как выбор большинства, а в виде как голос, как нечто, что является отражением моего выбора. Того, как я считаю, общество должно принимать решения по тем или иным вопросам. Это очень далекий взгляд в будущее, того, как все может работать.
Однако мы можем уже сейчас наблюдать, как первые кирпичики этого будущего мира начинают строиться, как первые кирпичики этого распределенного мира, в котором мы перестанем наделять кого-либо, то ли меньшинство, то ли большинство, перестанем наделять право применять к другим насилие, как мы этот мир можем построить. Первый кирпичик этого будущего, первый элемент, первая инфраструктура этого будущего станет появление открытого ID, открытого профиля человека. Мы думаем, что это будет реализовываться через то, что люди отстоят свое право делиться информацией о себе. Сегодня, если так подумать, сегодня вам очень много рассказывают из различных медиа, из различных источников, вам очень много рассказывают, что у вас есть право скрывать информацию о себе, у вас есть право... Privacy. Хотя интересно, что изначальное определение privacy, оно подразумевало именно твое право решать, какую информацию ты хочешь, какой информацией ты хочешь поделиться, а какой информацией ты не хочешь делиться. Но... как бы твой приватный дом — это место, в которое ты сам решаешь, кого пустить, а кого не пустить. И из-за того, что право делиться какой-то информацией, оно никогда не было окончательно не сформулировано, не законодательно закреплено, не разработаны правила и, может быть, даже технологии, через которые можно было бы достоверно раскрывать информацию о себе, так, чтобы это было легально приемлемо и enforceable. То это право, несмотря на то, что оно кажется очевидным, но, конечно, ты можешь рассказать всем, кому угодно про себя, что угодно про себя. Но это право, оно не реализовано. И для того, чтобы это понять, важно понять, что открытость, она содержит не только аспект доступности какой-то информации. То есть возможность поделиться, она не только о том, что эта информация кому-то станет доступным, но также возможность сделать это достоверным до необходимой степени приемлемости. Так, например, сегодня мы уже имеем различные профили в интернете, например, Facebook или LinkedIn, но все эти профили, они формируются из информации, которую ты сам положил туда себе. Владелец профиля сам положил туда себе. Например, мы являемся частью Snap Inc., но при этом это мы сделали эту запись в свой профиль на LinkedIn. Вместо этого мы видим, что очень скоро появятся профили, где вся эта информация будет формироваться из других источников. Да, ты будешь тем, кто владеет этой информацией, ты будешь тем, кто решает, с кем ты хочешь поделиться этой информацией. Ты, возможно, даже будешь тем, кто запросит, чтобы эта информация была занесена в твой профиль, но не ты будешь являться источником перепроверки и достоверности того, что эта информация верна. Так, например, опять же, Snap Inc. Или представители Snap Inc. могут положить в мой профиль информацию о том, что я работаю в этой компании. Или Департамент транспортных средств, он может положить в мой профиль копию моих прав или вообще все данные о том, что я в целом имею право вождения, какой цвет у меня глаз, и что еще они собирают, достоверно проверяют в момент, когда я нахожусь у них в помещении, снимают отпечатки пальцев, берут мою подпись, фотографируют меня и что-то еще. Проверяют адрес моего жительства. И в этом случае этот профиль приобретает на порядок большую силу и даже чем сами эти права, выданные DMV, потому что они подкреплены еще и паспортом, выданным паспортным столом, визой, выданной посольством другой страны, работодателем, на котором я работаю, университетом, в котором я учился, и другими участниками системы, у которых тоже есть свои профили в этой системе, информация в которых занесена тем же самым образом. То есть это система, в которой все участники заносят информацию друг о друге в профили друг друга. То, что подобные технологии появятся, уже стало достаточно
очевидно, особенно с ростом популярности криптовалют и особенно популярности ICO. Так называемых публичных размещений криптовалютных. Сразу же стало понятно, что, с одной стороны, что производить эти операции в соответствии с существующими международными законами, и не только законами, но и также стандартами, которые в итоге были, может быть, узаконены, но где-нибудь лет 50, 60, 70, 80 назад этих законов не было, потому что не было понимания в необходимости введения данных стандартов для того, чтобы рынок работал эффективней. Как, например, все правила, связанные с запретом инсайд-трейдинга, которые фактически защищают покупателей акций от того, что владелец компании, обладая сильно большей информацией о состоянии компании, может играть на понижение или на повышение цены, причем одно за другим, сегодня на понижение, завтра на повышение, точно зная, что он собирается сообщить рынку публично завтра, что приведет к падению цены, на чем он заработает денег, после чего он оговорится и скажет на следующий же день, что нет, знаете, на самом деле все хорошо. И опять его акции вырастут, и он выиграет на этом тоже. То есть все инвесторы в проигрыше, если нету инфраструктуры, которая бы позволяла защищать от инсайд-трейдинга. Не только от инсайд-трейдинга, но и от прочих финансовых махинаций или явлений. И в то время как абсолютная децентрализация криптовалют и анонимность криптовалют не позволяет определить игроков и, соответственно, не позволяет защитить рынок от инсайд-трейдинга. В прошлом, там, 60-е, 70-е, 80-е годы, когда рынок обычных бумаг только формировался, мы все столкнулись со всеми этими случаями. И по поводу которых были сняты фильмы «Волки с Уолл-стрит» и прочее. Также и сейчас ясно, что уже есть целый ряд проектов, которые начнут строить инфраструктуру для появления подобных профилей, подобных ID, которые бы позволяли бы нам выстраивать те же самые взаимодействия, которые мы сегодня имеем в обществе, только эффективнее. Эффективнее, децентрализованнее, менее контролируемый каким-то одним органом или одной стороной рыночного участия. Просто рынок будет самоконтролировать их в той же, а может быть и в большей степени, чем это происходит сейчас через регуляторов. Кроме инфраструктуры, позволяющей нам делиться исторической информацией о нас, появится инфраструктура, которая позволит нам делиться информацией о наших транзакциях. И опять же, эта инфраструктура позволит нам это делать в очень достоверном виде. Например, это не я буду просто сообщать о том, что у меня какой-то доход, или я на что-то потратил деньги, или не потратил деньги. Это мой банк будет верифицировать тот факт, что у меня был некий доход на счет или были какие-то расходы с этого счета. Это может существовать как в прямом виде, так и в косвенном через автоматизированных искусственных интеллектов, автоматизированных программ, которые могут анонимно читать эту информацию и давать лишь посредственные ответы. Да, нет. Например, в твоем профиле может появиться запись, что твой доход больше $100 тысяч в год. Неважно, не рассказывать насколько больше. Или запись о том, что ты заплатил все налоги. Вот такая запись. Третьим кирпичем, который будет необходим для построения того будущего, которое мы описали, станет инфраструктура, которая позволит людям делиться своим выбором. Как мы ранее упоминали, важной составляющей будет являться то, что не только что ты можешь сделать доступным кому-то свой выбор, но что у тебя будет возможность сделать это достоверно. Но достоверность относительно выбора, она чаще всего подразумевает будущее. Потому что если я выбираю не курить или не покупать продукты, в которых при производстве которых использовался детский рабский труд или что-то подобное, то я не могу говорить в историческом союзе, что я этого не делал. Я должен каким-то образом показать, что я этого еще и не делаю, и продолжаю не делать. Это будет обозначать достоверность этого моего выбора. И в этом смысле присутствие предыдущих двух шагов позволяет создавать
функции, проверяющие то, как я продолжаю тратить свои деньги. Делая выбор, который я делаю, проверяем и достоверно. Так, Не просто например, проверяем достоверно, но еще и усиляя его за счет того, что рынку известно, какой выбор я сделал и как это влияет на мои финансовые взаимоотношения с рынком. так, например, можно легко себе представить, что я сделаю выбор, открытый выбор, что я за уменьшение выбросов углекислого газа в атмосферу. То есть это некий договор, некоторая петиция, в которой описаны некоторые цели, которые мы хотим добиться, а также написаны те принципы, которым должны соответствовать транзакции, которые я совершаю, чтобы я мог продолжать заявлять, что я делаю выбор и что я соответствую этому выбору. Это можно себе представить как некую петицию, да, как change.org, которую я подписал. Я с этим согласен. И понятно, что... Просто эта петиция гораздо более сложная сущность. Это не просто текст, в котором написано, с чем я согласен. Это также и скрипты, которые начинают своеобразным образом изменять цену товаров, мои финансовые отношения с моими пенсионными фондами, работодателями, магазинами, производителями и так далее, с целью того, чтобы реализовать то, чего я хотел бы добиться. Так, например, я сделал этот выбор. Я сказал, что я хочу, чтобы меньше углекислого газа выбрасывать в атмосферу. После того, как я это сделал, я прихожу в магазин и вижу два условно одинаковых товара. Две пары джинс, две чашки, неважно. Одни джинсы произведены в Европе. Они произведены с учетом чистого большого материала, количества регуляций, регулирующих фабрики. Качество труда, материала, выбросов в атмосферу и так далее, и так далее. И этот товар, эти джинсы, они стоят $50. Другой товар произведен в Китае. Этот товар не предоставил через открытые источники информацию, которая бы нам доказывала, что производство чистое. Значит, благодаря этому из-за этого мы используем статистические данные, которые говорят о том, что производство не чистое, производство грязное, и при производстве совершено такое количество выбросов. И вторая пара джинс стоит $30. Первый производитель, потому что ему будет выгодно, как мы опишем это сейчас, он дает доступ к достоверным данным того, как он тратит деньги, подтверждая, что $15 из 50 он потратил на то, чтобы производство было чище. Опять же, не раскрывая всю информацию всем, то есть мы как бы не говорим, что они должны потерять какие-то конкурентные преимущества или стать vulnerable, уязвимыми перед своими конкурентами, но могут существовать организации или автоматические скрипты, проверяющие достоверность сделанных ими заявлений, достоверность того, что они используют специфические продукты, используют специфические ресурсы, используют специфический труд, используют специфические фильтры на заводах и так далее, и так далее. Вот. И то, к чему будет приводить этот мой выбор, частным случаем может быть то, что я не смогу купить второй товар. Однако мы не верим в запреты. Запреты и ограничения. Мы больше верим в гибкие системы, которые позволяют мне приводить мой выбор ближе к реальности. Мои действия ближе к выборам, которые я делаю. И в этом случае этот профиль, что происходит, что вторая пара джинс для меня начинает стоить не $30, а 45. То есть $30 плюс эти $15, которые бы затратил этот производитель для того, чтобы быть чистым, для того, чтобы производство, которое он делал, было чистым. Как это сделал первый производитель?
условно можно посчитать, что грязный производитель просто сэкономил какое-то количество денег, не введя все стандарты для того, И чтобы его фактически продукт я был чище. убрал то экономическое неравенство, которое было между этими двумя производителями, которое возникало из-за того, что второй производитель не соответствовал тем выборам, которые я делаю. У меня могут быть ряд других выборов. У меня, например, может быть выбор, что я против дискриминации локального, местного труда за счет дешевого заграничного труда. И этот выбор в пересчете может привести к тому, что вторые джинсы будут уже стоить еще на $20 дороже, то есть $65. Я все еще могу купить вторую пару, потому что... Даже несмотря на то, что она дороже. Потому что Может она быть, нужного цвета, она нужного цвета. нужной фактуры. Или просто в Европе разучились нормально шить. Это вторая пара джинс сшитых качественно, хорошо. Но на мой выбор уже не влияет это финансовое равенство, которое возникло из-за того, что второй производитель не соответствует тем выборам, которые я делаю. Более того, эти деньги... нет единого закона, нет того, кто собирает налоги для того, чтобы потом потратить их на совершенно не относящиеся к моему выбору цели. Эти деньги, их назначение определяется той же самой петицией, которую я подписываю. Например, петиция может определить, что они идут на субсидии тому производству, которое соответствует нормам, которое сегодня уже чистое. Или они могут повести на субсидии кредитов для предприятий, которые еще не нет. соответствуют, но им не хватает денег и капитала на то, чтобы себя сделать более чистым. Или эти деньги могут идти на то, чтобы привлекать все больше и больше людей делать подобный выбор.